Отличное начало дня. Я здесь посылки подготавливаю к отправке. Это 5 заказов из 7 имеющихся. 2 у меня еще пока не готовы. И сейчас буду запечатать в бумагу и в пупырчатую пленку, а затем укладывать вот в эти конвертики. Вот, очень сильный разброс по местности. Здесь у меня есть посылка в Норвегию, в Финляндию, это Америка, здесь Израиль и... так, это кто? Так, вот это Израиль, а вот это Ирландия. Вот, то есть по всему миру полетят. У нас сотрудники почты не сильно любят посылки за границу. И я так думаю, что сейчас, когда я приду на почту вот с таким количеством, они там, наверное, вообще подофигеют, мягко говоря. Смотрите, нашла у себя вот такие наклеечки на тематику космоса. И я думаю, что очень прям будет в тему, если я украшу упаковку сверху вот такими наклеечками. Вот, и подготовила себе ленту для того, чтобы упаковочку красиво перевязать. В общем, сходила я на почту, одни посылки отправила, другие свои посылки забрала. Давайте вкратце, не вдаваясь сильно в подробности, покажу, что я получила. Первое, что меня обрадовало, то, что мне пришла вот эта брошка, котик в клубочках, мне очень нравится. Вот, заказывала я все это очень давно, и частично я уже забыла даже, что мне должно было прийти. Затем вот такая силиконовая форма, это для того, чтобы заливать эпоксидной смолой. Я все не теряю надежды, что у меня когда-нибудь появится время на то, чтобы заняться чем-нибудь другим, кроме дома и вязания. Вообще у меня уже есть даже эпоксидная смола, осталось только найти время и попробовать этим заняться. Вообще я хотела себе сделать закладку для книги. Вот из этой формы. Ну и вообще, в принципе, я ее заказала, потому что она стоила что-то в районе 30 рублей. Я подумала, да, почему бы и нет. Даже если не пригодится, ну как бы не жалко. Потом вот такой силиконовый чехол, непромокаемый для телефона. Честно, я вообще без понятия, зачем я его заказала. Ну, заказала и заказала. Может быть, когда-нибудь мне это пригодится. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем. Ну ладно. И последнее, это вот такие формочки для печенья в виде динозавров я заказала специально для того, чтобы радовать Серегу. Мне очень нравятся, они такие большие. Просто я положу рядом линеечку, чтобы приблизительно можно было представить себе размер. Ну, то есть такие достаточно крупные формочки. Вот они, естественно, там, со штампами, можно отпечатывать. Вот, ну... И еще, смотрите, мне пришла футболка вот с таким принтом. Я не знаю, я люблю просто футболки с разными вот такими своеобразными рисунками. Меня прям именно вот этот принт очень сильно зацепил. Понимаете, да, что это котик в образе Пеннивайза. Мне очень понравился рисунок, и я решила рискнуть. Я заказала эту футболку вообще у продавца, у которого не было вообще ни одного отзыва. Вот, и я думала, что, ну, может быть, придет с маленьким принтом с каким-нибудь. Но вы посмотрите, какой принт здоровенный, меня это очень радует. Вот, и я буду носить эту футболку, конечно же, с удовольствием. И я очень-очень довольна своими заказами. Я вам тут показывала все и жаловалась, что у меня здесь бардак, и в итоге я прибралась, но выглядит все равно, как будто бы бардак. Вот, я не знаю. Смотрите, у меня здесь лежат заказы опять. Я вот на днях, позавчера, по-моему, отправила 5 посылок, и у меня здесь снова завал. Вот это все заказы, которые вот здесь нужно только пришить. И здесь пришить головной убор. Вот этому зеленому нужно связать шапочку рождественскую. Вот я уже приготовила пряжу.
Вот этого нужно отправить, его без шапочки заказали. Вот этому, смотрите, заказали ушки волка. Если, может быть, кто помнит, в прошлом видео я показывала, как я готовлюсь к тому, чтобы его вязать. И в итоге, смотрите, какие получились пушистые ушки. Покупательница очень довольна, ей понравилось. Она сказала, что все отправляйте, и мне нужно только сфотографировать для того, чтобы эту фотографию выставить к товару, чтобы другие покупатели имели представление, как будут выглядеть уши волка. И вот здесь вот у меня процесс. Знаете, что самое поразительное? То, что у меня все практически позакончилось, все ходовое. Вот эта баклажановая пряжа, которая у меня раньше лежала, из-за того, что не пользовалась спросом, сейчас просто на нее она у меня вся позакончилась. И вот что осталось. Ну, это моточек у меня остался на рюкзачок, потому что у меня вот здесь вот законченное тело. Вот, по-моему, к нему, я не помню, надо там по заказам посмотреть, по-моему, к нему нужно связать вот такую же веточку, как вот у желтенького. Могу ошибаться, не помню. И все, и у меня больше нету пряжи такого цвета. И если у меня сейчас поступит заказ еще на игрушку в таком цвете, либо мне придется отказывать покупателю, либо ждать до последнего, потому что я сейчас жду посылку с пряжей, и там есть такой моточек, один. Я просто не знала, что заказы на этот цвет попрут, и поэтому я заказала всего лишь один моточек, поэтому даже не знаю. В принципе, я достала еще вот такую пряжу, но она, мне кажется, не совсем подходит, она такая же темная, но она не пурпурная, видите, это ближе к баклажану, а это такая, как бордовая. Вот, поэтому не уверена, но на всякий случай я ее достала. И такая же ситуация с синей. Вот я довязываю игрушку. Его заказали тоже с ушками волка. То есть буду вязать такие же ушки. Вот она у меня, пушистая пряжа. Это камтекс хлопок травка, если кто вдруг не знает. Вот. И вот я довязываю вот эту игрушку. У меня здесь, правда, моточек уже, знаете, вот такой развалился. Вот, это все, что у меня осталось, и больше синего цвета у меня нету. Вот, так что у меня вот с этими космонавтами просто бесконечные, на которые идут заказы, я всю пряжу извязала. У меня даже, кстати, место в подвижном механизме кровати освободилось. Там просто есть дыры. Туда все битком было забито, сейчас там дыры. Вот. Значит, что мне нужно сделать сейчас? Довязать вот этого, закончить, связать ему головной убор. Вот этого довязать, связать ему ушки волка. Потом я вот здесь приготовила пряжу. Вся пряжа, которая здесь лежит, она лежит здесь не просто так. Потом мне заказали еще вот в таком, в голубом цвете головной убор. Я не помню, честно. Там надо в заказах смотреть. И оранжевую тоже с веточкой заказали. Вот. Вспомнила, вот этому голубому нужно связать шляпу ковбоя. Причем мне нужно связать ее и отправить фотографию покупательнице, потому что шляпу ковбоя я не вязала, и, соответственно, фотографии, как это будет выглядеть, у товара нету. Ну, короче, мне нужно в ближайшее время выполнить 8 заказов, и в одном из этих заказов 2 игрушки, в остальных по одной. Вот, сейчас выходные, с Серегой мне повезло, так как я с Серегой пока сижу, я что-то сложное не вяжу. Поэтому вот у меня как раз шанс, сидя с ним, отвязать хотя бы тушки для этих игрушек. Вот. И, соответственно, кстати, на канале уже вышли 2 мастер-класса. Если кто не в курсе, мастер-класс по вязанию вот такой игрушки, то есть это тело, рюкзачок, голова, ну, то есть собираем вот этого, вяжем, собираем космонавта. А также второй мастер-класс, это пошла серия мастер-классов по головным уборам. И в мастер-классе во втором мы вяжем вот такую шапочку-яичко. И по итогу мне нужно будет во вторник, так как в понедельник у нас почта отдыхает, планирую ко вторнику по максимуму сделать существующие заказы. У меня сегодня опять отправка посылок. В прошлый раз у меня было 5 посылок, в этот раз 7 посылок. И вот, как вы видите, в одной посылке 2 игрушки, поэтому 7 посылок, а игрушек 8. И сегодня у меня отправляются почти все в США, кроме вот одной. Вот это вот поедет в Канаду. Вот. И вот у меня получается на очереди вот этот. Но я его еще не доделала, поэтому мне сегодня не в отправке. Мне ему нужно связать
шляпу ковбоя, которую я еще не начинала. Вот, и у меня еще есть один заказ на одну игрушку, которой у меня, к сожалению, нету пряжи. Меня заказали темно-синюю, и так как пряжи у меня нету, я ее делать еще не начала. Сегодня вот муж поедет в соседний город и мне оттуда привезет синюю пряжу. Так, а это спустя час. Просто я час упаковывала. Ну как может не радовать такое количество заказов, девочки? Ну серьезно. Вот сзади вы можете видеть мешок на диване. Я забрала посылку с пряжей. Там 5200, по-моему, 5 килограмм, 200 грамм. Но это не полностью мой заказ. Мы заказывали в этот раз пряжу втроем с одной девочкой с моего города и с мамой на троих. Вот, чтобы не переплачивать на доставку, короче, решили сэкономить и заказать все вместе. Сейчас буду разбирать, смотреть, что там у меня. Вот так это выглядит, но это все нужно разделить на троих человек. Та-дам! И кто угадает, какой из этих трех мешочков мой? Ну, конечно же, вот этот самый большой. Вообще, большое спасибо Юле, потому что я у нее попросила, чтобы она нам троим упаковала каждому в отдельный мешочек, чтобы мы потом не сидели и не разбирали, потому что пока пряжа придет, уже все забудут, кто что заказывал. Ну, по крайней мере, мы с мамой с моей точно посылки перепутаем. Вот, и смотрите, она даже подписала. Марина. Здесь написано Диана. Но у меня посылка большая, скорее не потому, что у меня там... Ну, хотя, да, она у меня и по деньгам самая большая вышла. У меня здесь много плюшевой пряжи. У меня здесь в основном плюшевая пряжа. И заказывала я ее для того, чтобы вязать вот этих вот плюшевых космонавтов на заказ. Потому что их очень хорошо стали брать. У меня пряжа начала заканчиваться. Красную вон взяла. Сейчас буду распечатывать, смотреть, чего тут мне положили. Собираюсь сейчас идти на почту. Сейчас буду подготавливать посылки к отправке. Вообще не хватает ни на что времени в последнее время, потому что сейчас перед Новым годом очень много заказов. Поэтому решила тут выйти на связь, подключиться ненадолго, показать просто те игрушки, которые я сейчас буду упаковывать и идти отправлять на почту. Конечно, вот таких космонавтов сейчас заказывают больше всех. В основном их и приходится вязать, они самые ходовые. Каждый день покупают точно, бывает покупают одну, бывает покупают 5 штук в день. Но каждый день то, что они продаются, это факт. Поэтому их сейчас будет очень много. Вот эти вот 3 штуки с яичками на головах, это 3 разных заказа. Так, чуть не забыла, вот еще синий к ним сюда присоединяется. Это 4, получается, 4 разных заказа. Дальше связался вот такой желтый с веточкой, синий в ковбойской шляпе. Кстати, ковбойскую шляпу я вам не помню, по-моему, еще не показывала. Вот так вот она выглядит. Но она здесь пришита, и вот здесь просто завязаны веревочки. Вот, и к ним присоединяется еще оранжевый, тоже с яичком на голове. Это один заказ, все 3 игрушки, они поедут в одни руки. Сейчас буду все это упаковывать. Так, дальше. Опять у меня заказали с ушками волка. Покупателям они понравились, ушки волка. И вот в такой цветовой гамме, видите, серый. Заказали серого с серыми ушками волка. Ну, мне кажется, что смотрится очень хорошо. Это все сочетается, серый с серым. Мне очень нравится вот такой вариант. Вот пока я как раз вязала вот эту игрушку, вот эти ушки, процесс я отсняла для мастер-класса. Вот. В лучшие времена, когда с заказами будет маленько посвободнее, буду сидеть монтировать эти видео и выкладывать уже на канал мастер-класса, для того, чтобы все желающие могли связать эти головные уборы. И смотрите, еще вот такой вот у меня появился. Это тоже разные заказы. Девушка мне написала, смогу ли я сделать на заказ вот этого, как он называется, мозговой слизень или как-то так. Если честно, я не знаю, как правильно называется. Она мне написала на английском, я перевела, я даже не поняла, что она хочет заказать. Я попросила скинуть фотографию, и она скинула мне изображение. Я сказала, что да, конечно, я смогу его сделать. И вот такой вариант у меня получился. При следующем заказе, я вот сейчас его сфотографировала, присоединю фотографию к товару, и при следующем заказе я его тоже отсниму процесс для того, чтобы выложить опять же на канал. Так, и последнее, что я связала, это вот такие 2 ослика. Это они поедут
оба в одни руки. Это один заказ, они поедут в Сингапур. Вот эти все игрушки, все космонавты, они едут в Америку. Вот, а вот эти вот ослики, они поедут в Сингапур. Старалась, так как они едут в одни руки, мне нужно было максимально одинаково сделать. Ну, знаете, сами бывает такое, что вяжешь игрушку, она получается с одним характером, тут же вяжешь такую же игрушку, она уже получается с другим характером, и плотность вязания изо дня в день у одного и того же мастера может меняться, и я не отличаюсь, у меня тоже такая же проблема есть, и я старалась их вязать, ну, можно сказать, параллельно, связала туловище одного, связала туловище другого в тот же день, потом головы, вязала у одного и тут же сразу же у второго, для того, чтобы сделать их максимально по возможности одинаковыми. Ну, конечно, все равно ручная работа точности идентичной получается редко, да, практически никогда не получается, поэтому все-таки выражение лица у них немножко все равно отличается. Вот так вот. И итого у меня здесь 8 заказов. Это 8 посылок, которые я сейчас буду подготавливать к отправке, упаковывать и пойду на почту отправлять. И 11 игрушек. Кстати, мне котика послезавтра нужно везти в ветеринарку на повторный прием. И я вот такую зимнюю переноску взяла попользоваться у мамы буквально на несколько дней она мне дала. Котик заценил, видите, он теперь как в домике сидит в этой переноске. Ему нравится. Тем более она использованная, она уже тут кошечками пахнет. Вот, и он теперь в нее залазит поспать. Кстати, я, наверное, уже показывала, но, в общем, я упаковываю свои игрушки вот в крафтовую вот такую бумагу. Мы ее покупали в Леруа Мерлен, большой рулон, и от большого рулона вот осталась, наверное, 1/5, наверное, часть, ну, то есть это очень мало. И надо опять ехать покупать, но в нашем городе нету Леруа Мерлен, поэтому придется ехать в соседний город. И так как ехать просто за крафтовой бумагой, ну, понимаете, да, не вариант. Скорее всего, придется ждать, когда понадобятся еще остальные какие-то дела будут в Кемерово, и тогда уже ехать и попутно покупать эту бумагу. Вот так. Ну вот она сейчас закончится, я даже не знаю, что я буду делать. Я, наверное, пойду либо в книжный, посмотрю какую-то бумагу упаковочную, либо в Доминго. У нас в городе есть Доминго. Может быть, туда съездить, посмотреть. Может быть, там есть что-то хотя бы подобное, может быть, в маленьких рулонах. Вот, потому что упаковывать во что-то нужно. Как-то так. Да, кстати, вот почтовые пакеты уже подготовила, некоторые подписала. Некоторые нет. Все посылки, которые отправляются за границу, подписываются обязательно вот английскими буквами. И отправитель, и получатель. Вот. Сейчас буду упаковывать. Ну вот, я все упаковала, по пакетам разложила и подписала. У меня здесь 8 посылок и 11 игрушек. Большинство в Америку, но не все. Одна в Прагу, в Чехию, и одна в Сингапур. Вот, и что у меня здесь осталось по упаковке? Вот всего ничего. Хватит упаковать еще, наверное, игрушки 4, может быть, 6. Вот. И все, и все. И дальше я не знаю, что я буду делать с упаковкой. Надо что-то придумывать срочно. Вот, но вот сегодня у меня просто рекорд. У меня еще ни разу не было, чтобы я за раз отправляла столько посылок. Девчонки, мальчишки, я знаю, мальчишки тоже смотрят. Значит, отсняла видео по короне. И перед короной еще отсняла видео по ковбойской шляпе. Но она сейчас у меня помялась, надо ее разровнять. Вот. Заказы у меня не убывают. Снимаю редко вообще. И вот даже, получается, у меня заказали просто шляпу ковбоя. Ну, игрушку со шляпой ковбоя. И заказали игрушку в короне. Поэтому я так выделила, опять же, время для того, чтобы отснять эти процессы. Вот, сейчас буду игрушки вязать, собирать. И при этом видео отснято, но я не знаю, когда я смогу найти время для того, чтобы его смонтировать. Давайте покажу, что у меня происходит на рабочем столе. Сегодня не так все страшно, потому что игрушки, которые у меня были готовые, я их уже отправила. Тут я немножко прибралась, навела порядочек. И вот здесь у меня стоят готовые, ну, как готовые, почти готовые. Мне осталось не только связать головные уборы, пришить
И можно будет, у нас во вторник открывается почта, во вторник пойти отправить. Вот тут корона, она, кстати, тоже пойдет на какой-то из заказов, я просто не помню, на оранжевого или на красного, потом буду с заказами разбираться и пришивать. И вот здесь у меня корзинка, в корзинке у меня лежат красный и синий, они идут на сборку. Шляпа ковбоя как раз вязалась для синего, и в процессе я снимала видео. Вот, они у меня, получается, их осталось только собрать детальки. И сейчас приступаю к следующему заказу. Меня вчера заказали 5 игрушек в одни руки. Значит, один зеленый, я, видите, уже начала вязать одну ножку, совсем маленечко. Один зеленый, один синий, один серый вот такой и 2 оранжевых, поэтому вот эти, видите, моточки у меня все начатые, вот этот тоже, по-моему, начатый, а вот оранжевый, я просто только этикетку сняла, оранжевый целый, потому что у меня как раз мотка хватает на 2 игрушки. Вот, ну и белый с черным на мордашке. Кстати, я знаете, что хотела сказать? У меня, вот сколько я вяжу космонавтов этих, у меня почти моток был немножко начатый. Вот, ушел на вязание только вот этих вот личиков. И я уже взяла другой, опять же, начатый моток. И тут уже от него извязала сколько-то. И вот черная пряжа, которой я обвязываю вот эти вот кантики. Вот этой черной пряжи у меня было примерно 2/3 мотка. И вот что у меня остается. Кстати, из-за того, что я прям очень упорно занята заказами, у меня вон там стоит пряжа, которая, помните, я вам говорила, что мне пришла посылка с пряжей, и я ее не разбирала, мне просто некогда. Я просто оттуда немножко таскаю пряжу, которая мне нужна для заказов, но не разбираю пакет. У меня просто стоит в спальне мешок этот на полу. Просто, представляете, просто некогда. Смотрите, чего я тут навязала. Вот вчера перед сном, буквально уже почти ночью, взялась вязать вот такого вот зеленого космонавта. Видите, какой оттенок? Обычно я вяжу из Гималая Dolphin Baby, но вот так как заказали вот этот оттенок, пряжа такого цвета, это не Гималая Dolphin Baby, а вот такая вот, покажу, Бон-Бон. Такая вот этикеточка. Это Нака, производитель Нака, видите. И несмотря на то, что здесь как заявлено, да, что характеристики те же самые, на 100 грамм 120 метров пряжа во время вязания как будто бы отличается по толщине, она как будто бы толще, и игрушка у меня начала получаться больше, чем нужно, чем хотелось бы, поэтому я ее пока отложила и начала вязать еще одну, видите, я уже связала ножки более плотно. Вообще, в принципе, я могла бы довязать ее. Я ее и не буду, естественно, выбрасывать. Потом, когда у меня зеленого закажут, я его довяжу и продам. Но здесь дело в том, что заказали 5 игрушек вот эти вот в одни руки. И мне бы не хотелось, чтобы одна зеленая слишком выбивалась по размеру. Поэтому я взялась перевязать, вязала, ну, пришлось вязать очень плотно вообще. То есть вообще из плюшевой пряжи я вяжу крючком номер 3, и мне крючок не хотелось бы, у меня другого, в принципе, и нету для этой пряжи. Вот, поэтому пришлось вязать очень-очень долго, что у меня аж даже заболели пальцы. Не знаю, как эта пряжа вообще не рвется. Вот, и сейчас я пойду за холофайбером, потому что вот это весь холофайбер, который у меня остался. И, конечно же, на эти игрушки даже его не хватит. Тут, скорее всего, игрушки на 3, может быть, хватит. А мне, как вы видите, нужно 6 довязать. Вот, поэтому сейчас пойду за холофайбером. Ну что, я вернулась. Купила холофайбер, еще кое-какие другие штучки. Попутно еще зашла на Wildberries, забрала заказ. Сейчас все покажу. Ну, кто что на Wildberries покупает, а я еду. Вот, да, взяла кокосовое молоко. Вообще, я предпочитаю другое, в принципе, но оно там было без скидки, а без скидки выходит дороговато, поэтому я взяла вот это, потому что оно, ну, Шаград, уйди. Потому что оно было со скидкой подешевле. А сейчас я туда зашла посмотреть, оно еще дешевле стало, поэтому мне надо его попробовать. Сейчас будет срочно. Сделаю кофе. Попробую это кокосовое молоко, и если оно вкусное, то надо еще заказать. Там сейчас скидка у него, по-моему, аж 30%, что-то такое.
Вот, поэтому пошла делать кофе. И сейчас сразу покажу, что я еще купила в Логасе. В общем, взяла я вот такой суперпух. Видите, лебедь нарисован. Но не знаю, почему суперпух. Если честно, я в разновидностях не разбираюсь, но это, в общем, обычный шариковый холофабер. Вот. Еще взяла вот такие вот бусинки. Если честно, мне кажется, 159 рублей. И, ну, качество за такие деньги хотелось бы получше, конечно, бусин. Хоть они и лаком покрыты, но у них вот здесь вот, если так поближе посмотреть, видно, что внутри, вот в дырочках, в самих этих бусинках какие-то опилки торчат, ну, то есть зазубринки, они, скорее всего, будут цеплять ниточку или шнурок, который будет вдеваться. В общем, не знаю. Вообще, хотела изначально взять еще поменьше размером, вот, но они... Я стояла, разглядывала, у них там вообще у некоторых вот эти вот дырочки в бусинках забитые прям стружкой. Вот здесь, смотрите, в бусинке вообще 2 дырки. Ну, короче, качество, если честно, страдает. Видите, здесь и вот здесь как-то прям... Ну, особо выбирать было нечего, бусины мне нужны, поэтому я взяла такие. Взяла еще бисер вот такой золотистый. Вот, он скорее, знаете, скорее больше на медный похож, но здесь цветопередача не очень. Вот, что-нибудь на игрушках повышивать этим бисером, мне кажется, будет интересно. Если кто, кстати, в Инстаграм ко мне заглядывает, я тут в сторис говорила о том, что хочу каких-нибудь экспериментов. И взяла еще вот такие бусины. Смотрите, написано 28 рублей штука. Я думала, что мне каждую бусинку, вот каждую, буду считать по 28 рублей. А мне посчитали за упаковку, и вообще они вышли, получается, вот так вот. Упаковочка, 2 бусинки. Что-то мне камера не хочет фокусироваться, слишком... Мало света, видимо. Вот, в общем, вышла вот эта упаковка, 2 бусинки, 14 рублей. Хочу... Вот, видите, из упаковки я их достала показать. Мне кажется, они достаточно аккуратные, и отверстия у них не то, что у деревянных. Вот, куда-нибудь применю. Либо в этом году, либо на следующий Хэллоуин куда-нибудь применю. Просто увидела и решила, что мне это, пожалуй, пригодится. Ну, я же люблю всякое вот такое вот. Поэтому взяла. Еще вот взяла небольшой отрез ткани со скидкой аж 50%, потому что это был остаток с витрины. Мне он очень понравился. Я решила взять для того, чтобы можно было сшить какие-нибудь платьишки или какую-нибудь одежку для вязаных игрушек, опять же, для кукол. Но, если честно, камера не так передает цвет. Намного ткань ярче, прям контрастней, красный и синий, они прям такие очень сочные, красивые, на камере это не так выглядит. Вот, и получается, скидку сделали на этот отрез 50%, потому что это был последний кусочек, и мне его сняли с витрины. Было заявлено, что ширина 30 сантиметров у этого отрезочка. Я еще стояла, думала, 30 сантиметров будет ли мне достаточно, чтобы сшить хотя бы подол для платья или юбочку. И в итоге, смотрите, мне этот отрезок сняли с витрины. Я вот сейчас его стою, смотрю, понимаю, что здесь, ну, не 30 сантиметров никак. Здесь где-то сантиметра 42, наверное, 45 сантиметров. То есть мне еще очень даже повезло. Ну, как ни стараюсь я снять так, чтобы цвет передать, но не получается. Видимо, все-таки не очень хорошее у нас в комнате освещение. Вот, но ткань очень красивая. И рисунок такой мелкий, видите. Вообще я не люблю мелкий рисунок, но так как игрушка маленькая, для игрушек, наоборот, крупный рисунок не будет хорошо смотреться, поэтому для игрушек, наоборот, я думаю, стоит выбрать с мелким. Сегодня у меня по плану, опять же, отправка посылок. Поэтому слишком долго рассказывать не буду, потому что у меня опять все то же самое, как вы видите. Вот, итак, что мне здесь назаказывали? Вот такого красненького с веточкой, синего в ковбойской шляпе. Так, это все разные заказы. Так, потом оранжевого, вот такого простого без шляпы. И 3 красных с коронами. Вот они. Вот такие вот. Это все, получается, 6 игрушек. Это 6 разных заказов. И вот здесь вот у меня сейчас готовый вот такой синий с яичком. Потом вот такой вот зеленый в короне. Такое сочетание в первый раз заказывают. Вообще вот в таком цвете в первый раз заказывают. Так, и оранжевый с веточкой. Вот.
Но вот эти вот посылки, вот эти игрушки сегодня домой не поедут, потому что заказ еще не готов. 3 игрушки вот эти идут в одни руки, и еще вот в эту же посылку идут 2 вот эти вот игрушки, которые я еще не доделала. Это вот оранжевые в ковбойской шляпе, которую я буду сегодня пришивать. И для вот этого, для серого, заказали на голову треугольничек сыра, который у меня вот сейчас в процессе. Вот, поэтому пока вот эти вот ждут. Вот эта посылочка еще пока не готова. Еще у меня вот здесь в процессе отвязаны детальки, осталось только собрать. Винни-Пух. Так, где у меня здесь остальные запчасти от него? А, вон они лежат. Вот все у меня в этой корзинке, уже надо прибираться здесь, потому что уже непонятно, все перепуталось. Вот они, остальные детальки, ушки, мордочка, кофточка и ручки. Вот, сейчас буду упаковывать их и пойду на почту, потому что сегодня мне надо уже отправить, а то уже начинает поджимать сроки. Хотела все вместе отправить, тянула до последнего, но в итоге вот с этим заказом я не успеваю. Вот. Та крафтовая бумага, в которую я обычно упаковываю, она у меня закончилась успешно, которую я заказала, рулон еще не успел прийти. Вот, и муж мой щедро поделился со мной своей упаковочной бумагой, привез мне из своей мастерской вот такую. Я ему говорю, у тебя, говорю, есть какие-нибудь нейтральные? Ты знаешь, что у него новогодние, а так как посылки заказывают уже не к Новому году, потому что новогодние, скорее всего, не придут, я говорю, что-то нейтральное, вот такой рисунок со звездочками. Но вот эта бумага мне нравится больше даже, чем та, которую я упаковываю обычно, потому что она более тонкая, такая, больше похожа на кальку, что ли. И она при упаковке более податливая, более легкая в посылке будет, вот, что важно. Вот, поэтому такая бумага мне нравится больше. Даже не знаю, где он ее брал, интересно. Вообще, такую по-хорошему бы еще заказать. Ее здесь, вот, рулон вроде небольшой, а ее здесь много, за счет того, что она вот такая вот очень-очень тоненькая. Короче, мне нравится. В общем, отправила я уже посылки. И даже успела еще немножко поработать. Смотрите, связала сырный кусочек для этого космонавта. Видите, помимо кругляшков я еще сделала по поверхности утяжки. И за счет этого сырный кусочек такой неровненький. В общем, так задумано. И мне нравится, как получилось. Вот, в общем, я очень довольна. И собрала Винни-Пуха. Вот. Так что еще 2 заказа у меня готовы. Вот это один заказ, 5 игрушек. И вот второй заказ, так что на этой неделе можно отправить. Сейчас пойду дальше работать, покажу, чего сделаю. Та-дам! Забрала мешок пряжи. Смотрите, какой он здоровенный. Я думала, что он по весу килограмм 5-7. А он даже до 4 килограмм не дотягивает. Вот. Сейчас буду распечатывать. Ну, вот я все уже распечатала. Вот это мешочек девочки, которая вместе с нами заказывала. Распечатывать не буду. Распечатала свой заказ и мамин заказ. Мы заказывали, получается, втроем. Тут Серега уже сидит, играет. Так, у меня здесь Panda Baby вот такая вот ярко-зеленая. Цвет, конечно, не так передается, она на самом деле намного сочнее и красивее. Почему именно Panda Baby? Это вообще производитель Нака. Потому что такого цвета просто нету у привычной Гималаи. Вот, он такой более сочный, более яркий. Дальше заказала вот такой синий 16-й Ярнард джинс, черный и белый, который 62-й. Вот, по-моему, это который белоснежный. Вот, дальше. Дальше синий Гималая Dolphin Baby, цвет 329. Вот. Потому что закончился. Такой у меня тоже позакончился. Это такой темный баклажан. 328. Но опять же, камера не особо передает цвет. Кажется, почти черный, а он такой прям темно-фиолетовый. Взяла еще белый. Это не который белоснежный, а который такой теплый белый. Это оттенок 380. А, нет, 363. Вот, для того, чтобы космонавтам мордочки вязать. Вот так. И вот это тоже мое. Это ярко-розовая, такая прям малиновая.
314 номер цвета. Взяла 4 мотка, потому что он у меня закончился. Очень ходовой цвет оказался. И черный, для того, чтобы опять же вязать мордочки. Потому что у меня почти целый моток на обвязку мордочек ушел вот такой черной пряжи. То есть, ну, моток был не целый, он был начатый. И почти 2 вот таких вот мотка белых у меня ушло. Так, дальше. Вот это мамин заказ. Я думаю, что он не будет против, что я его тут распечатаю немножко. Значит, заказала оранжевый 316. Дальше вот такой вот голубой. Так. 335 и 318 вот такой вот красный. Красивый. Это тот, на который я жаловалась, что он мне пришел с плохой партии. Вот сейчас он хороший идет, поэтому мы заказали опять. Мама заказала, точнее. 2 мотка нам взяли. И вот это слегка, конечно, расстройство. Мы взяли, думали, что он будет более темно-синий. А он пришел такой голубой цвет. Вообще вот эти вот синие я заказала. Это были последние, которые я забрала. И нам надо было на замену. Но цвет, как видите, совсем вообще... намного светлее. Ну, ладно, на что-нибудь другое уйдет. И вот она тоже взяла 2 вот таких вот розовых 314-х. Ну, вот и все. Казалось, что пряжи много, мешок такой большой, а по факту оказалось, моточков-то не сильно много. Еще Юля мне в подарок положила крючок, вот такой вот 5 с ручкой, как я люблю. И мне, по-моему, как раз такого размера нету. Так что я теперь могу вязать толстой пряжей большим крючком.